занимающийся. И с тех пор я запомнил Александра Иванова. Его, когда он завоевал чемпионское звание мира, все потянули в зал. Это было, вот, наш земляк стал чемпионом мира. Александр Иванов стал спортивный клубтар терилен, оны тағанан Россия Федерация терилбетен Себастьян, Бегаме Федерация тарихенден Себалан, 1990 жыл бітуді Республика Кипбоксинг Федерациядан тәрбиепет, оны 90 жылдан түйдақ үскілінен бар бұлбет. Мен бұл федерация 10 жыл ұштадық президентің өлен, бей оғылар бұд, сақы олаттара, андыйды тағымғар Европаға, Россияға, көйі қанаттанын кәлпеттерін туғылары бұл баққа тәрияқшы бағынан үлгі өппеттен кен тұттамын.
Onun bugün kimlere attırı küske attığını edin ulağanı görünebin. Dönce 990 yıllığa Avrupa'ya, Lisabon kurakka, Alexey Kışkin, Vasya Vasilyev, Ayal Borisov, Avrupa çempiyonlarının adını an baştan olanlar büyüğüne oluş ödü bittirem. Ondan 1995 yıllığa Kiev kurakka, andadı 13 çempiyonatlar, büyüğü saka olatları ağız betel olanlar, ondan üst kılkımız, Olja Vasya Vasilyev, onunla Vasya Pavlov, bitenle dağ küstek kişiye kayıtlananlar ağız betalımı düz kılkımız olan çempiyonları ona ürkümüşler olan triumf var bu. Onda bir sakatçat yer bu körün naha küske barara biten. Ol kanıttan Respublika skolaları var. Respublika oryanları yerken kademet oğlar jarıktanan kun bir anlıktan ki boşun Respublika haydan beyatekenan kalbedinden oldu tuğundan bolla bu bugün çempiyonat yıldılar. Onun kundu tavarışlar. Biri sakalmuk. Davet bulur gattan küres bulcar, körsür idele komuk bu nasyonundan avut. Biri kutuk beyatin sportivne körünlerin yugas boyundan iyice kalbetomuk ağayak. Mastar dağıbıt, kapsağay bıt, kılığılar bıt. Onda da tüm körünler bıt barıta bu manlık sportların körünlerin talarga tirak bolarlar. Onun Norot boyundan sadar biter, Norot boyundan tirak biter. Bu manlık sportivne tuğta. Erellak, küstek, uçakta bollak buna indikten dağını ulağın haydiga erellak buluk bud. Tonan bugünkü ütüye barağını kağılı buddan aşağıda были dediği ардалибен. Уважаемые друзья, я сегодня увидел своих коллег того времени. Я свою жизнь посвятил, общественную жизнь посвятил спорту. И не только кикбоксингу, и боксу, и борьбе. И мне приятно увидеть победы наших спортсменов. Печально бывает, когда ты проигрываешь. Но в моей жизни, в моей общественной работе, когда я вел эту ответственность на себя, брал, то было и олимпийские победы, и чемпионатом мира победы по разным видам спорта. Я думаю, и по кикбоксингу это продолжится. Я хотел бы сегодня поблагодарить Марка Ионовича Мельцера, нашего гостя, который нам сначала помогал поддерживать этот вид кикбоксинга. Благодаря ему наши девчата Васильева, Кривошапкина, Иванова и так далее стали большими спортсменами, чемпионами мира, чемпионами Европы, России. То есть Марк Ионович нас всегда поддерживал. Я очень рад, что он тоже сегодня поддерживает и приехал. Давайте поблагодарим и поздравим Марка Ионовича с этим прекрасным праздником этого прекрасного человека. Но сегодня что пожелаю? Сегодня пожелаю ярких побед, ярких впечатлений для зрителей и для спортсменов побед. Пусть будет победа для каждого. Прежде всего дружба. Спасибо. Слово предоставляется техническому делегату соревнований, вице-президенту Федерации кикбоксинга России Александру Николаевичу Березкину. Добрый вечер, уважаемые земляки. Добрый вечер всем любителям вида спорта кикбоксинг. От имени и по поручению Федерации кикбоксинга России, президента Бату Сергеевича Хасикова и почетного президента Вадима Владимировича Украинцева хотелось бы поприветствовать всех на первом чемпионате России по кикбоксингу на дальневосточной земле Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Очень приятно, что такое спортивное мероприятие, такой праздник совпал с такими прекрасными датами, как 30 лет назад наш земляк Александр Иванов стал первым чемпионом мира в Советском Союзе. И также 30 лет, как была создана Федерация кикбоксинга России. И с каждым годом, благодаря таким чемпионатам, ярким, зрелищным, наш вид спорта становится более известным и более ярким.
И поэтому в 2022 году наш вид спорта будет признан и станет олимпийским видом спорта. Мне вдвойне приятно находиться и спустя 30 лет вернуться на родину, где я родился, в Республику Саха-Якутия, и получить такую почетную награду от правительства Республики Саха-Якутия. Я благодарю весь народ нашей большой страны и, конечно же, родины, где я родился, Саха-Якутия. Успехов всем, побед, без травм, и будьте чемпионами нашей страны, нашей великой страны России. Спасибо. Слово предоставляется президенту Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Сергею Александровичу Ларионову. Уважаемые спортсмены, дорогие жители Республики Саха-Якутия, города Якутска, дорогие гости, сегодня знаменательный день в истории нашей республики. Впервые на Дальнем Востоке проводится чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Это значимое для нас всех спортивное событие, посвященное памяти прославленного кикбоксера нашей республики Александра Иванова, первого чемпиона мира по кикбоксингу в СССР. Кроме того, мы торжественно отмечаем 30-летие создания Федерации кикбоксинга России. История становления и развития якутского кикбоксинга – это тяжелый, самоотверженный труд тренеров, спортсменов. У истоков зарождения якутского кикбоксинга стояли легендарные наши личности: Александр Михайлов, Александр Куприянов, Василий Егоров. В 1994 году была создана Федерация кикбоксинга Республики Саха-Якутия, председателем которой был избран один из сторонников боевых единоборств Егор Афанасьевич Борисов. Высокий профессиональный уровень наших тренеров доказан многочисленными яркими победами их воспитанников. Республика по праву может гордиться своими мастерами, такими как Александр Иванов, Петром Иннокентьевым, Василием Павловым, Иннокентием Макаровым, Василием Васильевым, Сергеем Мироновым, Оксаной Васильевой, Марией Кривошапкиной, Лидией Андреевой, Александром Сидоровым и многими-многими другими. Все они по праву вписали свое имя в историю развития кикбоксинга. От всей души благодарю Федерацию кикбоксинга страны в лице почетного президента Вадима Владимировича Украинцева. Особо хочу отметить вице-президента и нашего земляка Александра Николаевича Березкина, который присутствует здесь у нас, благодаря которому наша республика имеет честь быть организатором сегодняшнего праздника для нашей республики и спортсменов. От имени Федерации хочу сказать большое спасибо нашим основным спонсорам, чей вклад в организацию масштабного мероприятия огромен. Это наши ведущие предприятия, такие как Алроса, Полиметалл, Ленское объединенное речное пароходство, Газпром Транстомск, Транснефтегаз, РИК Плюс, Железные дороги Якутии, Арктик Капитал, Северный морской путь. Уважаемые участники чемпионата и первенства, желаю каждому из вас удачи, новых достижений, веру в себя и свои силы, спортивной фортуны. С праздником спортсмены, с праздником, друзья. Спасибо. За многолетний добросовестный труд во благо развития кикбоксинга в Республике Саха-Якутия почетным знаком Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия награждается Борисов Егор Афанасьевич, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, почетный гражданин Республики Саха-Якутия.
силе вашей прибавится сила священной земли. Пусть ваши начинания осеняет мудрость природы. Множьте благополучие страны и своего народа. Дорогие друзья, на этом торжественная церемония открытия чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1 завершается. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр наших поединков. Оставайтесь с нами. Представляем вам набор омолаживающей косметики золота скифов с 24-каратным коллоидным золотом, который уже полюбился тысячам женщин и стал настоящим хитом. В набор входит 4 уходовых средства: тонер, эмульсия, эссенция и крем, которые дополняют и усиливают эффект друг друга. 24-каратное коллоидное золото, никотинамид и гиалуроновая кислота – основные компоненты косметики. Заполняют и разглаживают морщины, борются с пигментацией, обладают лифтинг-эффектом, усиливают микроциркуляцию крови и дарят коже свежий и отдохнувший вид. Звоните и заказывайте набор омолаживающей косметики золота скифов всего за 2999 рублей. И у нас для вас невероятная весенняя акция. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, мы подарим вам стильную сумку «Флоренция», набор омолаживающей косметики и потрясающая сумка «Флоренция» всего за 2999 рублей. Устала спина, ноет шея. После трудного дня все тело будто каменное. Мы знаем, что вам нужно. Массажная подушка «Чудо Релакс». Профессиональный массаж шиатсу в любое время и в любом месте. Массажная подушка «Чудо Релакс» – незаменимый компактный мобильный массажер для любой части тела. Массажная подушка «Чудо Релакс» обеспечит полноценный массаж шеи, плеч, поясницы, ступней, икр и бедер, в том числе и проблемных зон. 4 вращающихся ролика в точности повторяют движения профессионального массажиста и воспроизводят такие элементы ручного массажа, как разминание, растирание и надавливание. Звоните скорее и заказывайте массажную подушку «Чудо Релакс». Только сегодня массажная подушка обойдется вам со скидкой по удивительно низкой цене. Всего за 1499 рублей. Торопитесь, предложение строго ограничено.
Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности кикбоксинга. Национальная вещательная компания «Саха» продолжает трансляцию первого соревновательного дня чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Прямо сейчас мы приступаем к просмотру вечерней программы первого соревновательного дня. И за всем тем, что будет происходить на наших рингах, вместе с вами наблюдать будем мы. Я Власий Сергеев, а также чемпион Советского Союза, России и Азии, бронзовый призер чемпионата мира, первый чемпион России среди профессионалов из якутян Алексей Уваров. Добрый вечер, дорогие любители спорта. Итак, продолжается первый день соревнований чемпионата России в разделе К1 по кикбоксингу. Этот чемпионат проводится впервые в Дальневосточном федеральном округе, что нам дает очень большой импульс в развитии кикбоксинга в нашем регионе и, конечно, в нашей республике. Да, отгремела у нас торжественная церемония открытия чемпионата и первенства, как всегда, вот на якутской земле. Очень тщательно отнеслись к открытию. И я думаю, что гости чемпионата остались очень-очень впечатлены. Также нас хотят впечатлить и бойцы, файтеры, которые выступят прямо сейчас. На ваших телеэкранах Евгений Шурдак из Калининградской области. Ну а его соперник в синем углу ринга — это Роман Макеев, представляющий Томскую область. Все готово для продолжения наших соревнований. Мы начали сегодня в 12 часов дня. И вот после церемонии открытия приступаем к вечерней части нашего состязательного дня. Осталось у нас разыграть путевки в четвертьфинал в весовых категориях до 71 и до 81 килограмма. Ну и на открытии, во время открытия тоже было не раз отмечено то, что этот чемпионат и первенство, они посвящены двум знаменательным датам. В первую очередь это, конечно же, 30-летию со дня победы Александра Иванова на чемпионате мира в Лондоне. Тогда, в 1991 году, якутянин стал первым чемпионом мира из Советского Союза. Также эти соревнования, знаменательный старт, он приурочен к 30-летию со дня основания Федерации кикбоксинга России. Вот две такие знаменательные даты, дорогие друзья, так что этот старт очень и очень важен. Ну и, конечно, нужно отметить то, что впервые чемпионат и первенство России по кикбоксингу проходят на территории Дальнего Востока, что, конечно, тоже очень важно, и мы это, собственно, отмечаем. Ну что ж, оставим все это и перейдем к просмотру. Евгений Шурдак в красной форме, против него Роман Макеев. Сразу скажу то, что в оставшихся поединках не будет представителей сборной команды Республики Саха-Якутия. Якутяне все уже выступили. Ну и традиционно, у нас, как и полагается, в любых видах единоборств якутяне традиционно представлены в маленьких весах. Ну а мы вот смотрим поединок весовой категории до 71 килограмма. И начали мы этот соревновательный день с просмотра поединков весовой категории до 54 килограммов. И сейчас мы пошли уже до 71. Ну и, соответственно, чем больше вес, тем сильнее удары, удары тем тяжелые. они акцентирование. И, конечно, шансов увидеть нокауты, нокдауны значительно больше, учитывая то, что К1 это у нас самый жесткий раздел в кикбоксинге. Тут у нас нет никаких ограничений по силе удара. Работаем в полную силу, и плюс тут разрешены удары коленом. Завершился первый раунд, и сейчас у нас есть прекрасная возможность услышать, о чем будут говорить тренеры и секунданты. Не случайно колено, рук начинает, что, брать? Нет, хорошо. Все нормально. Все хорошо, не дай почувствовать.
Спортсмен хладнокровный, спокойный, слушает внимательно наставления своих секундантов, тренеров. В красном углу также тренер дает наставления своему подопечному. Ну, в углу Романа Макеева, мне кажется, обстановка спокойнее, да, ну или это может, конечно же, подход, да, тренера. Вот как я видел в углу Евгения Шурдака, там более экспрессивная такая настройка шла. Но это, конечно, зависит и от тренера. Конечно, тут совсем рано еще делать какие-либо даже промежуточные итоги. Позади только первый раунд, впереди еще две двухминутки. А за это время может случиться все, что угодно. Инициатива может перейти к тому и другому спортсмену по нескольку раз. Ну так, смотрим. Макеев расположится в центре ринга. С фронт-кика идет вперед. Работа в клинче. А в годы становления и развития кикбоксинга в России, вот мы знаем, Ваш что удар прыжки был коленом. раньше были разрешены вот броски. Вот было бы интересно посмотреть, да, если бы сейчас это было разрешено тоже. Работа в клинче, например, пару раз ударил коленом и бросок через бедро, да. Вместо этого вот спортсмены демонстрируют удары коленями в прыжке. Это очень опасный прием, когда идет удар в прыжке, это весь тело полностью влаживается в этот удар, и это последствия могут быть тяжелыми. Да, очень опасный и зрелищный элемент, прием, который мы сегодня, кстати, в рамках, ну, назовем это утренней, да, в рамках утренней программы видели не раз. И на самом деле, да, вот спортсмены в первый соревновательный день, да, радуют нас и собравшихся зрителей, и вас, дорогие телезрители, вот различными интересными зрелищными приемами. Мы видели и бэкфисты, и удары ногами с разворота. Действительно, арсенал таких вот приемов радует глаз. В этом поединке мы видим темп такой приличный, движения много. Да, сейчас во втором раунде спортсмены очень активно начали уже друг друга без разведки уже идут, чтобы заработать ценные очки. Надо поправить шлем Макееву. Ну и тут звучит гонг. Второй раунд завершился. Ну и давайте послушаем, какие наставления будут давать тренеры. Чуть побыстрее. Побыстрее начинай. Побыстрее чуть-чуть. Слева начинай. Тренер с Калининграда дает ценные указания. Да, призывает он своего подопечного в лице Евгения Шурдака действовать чуть-чуть побыстрее. То есть наставник, в принципе, доволен, да, темпом, но просит работать еще быстрее. Ну вот мы видим в прыжке, да, удар коленом. Чем тебе не зрелище? Очень хороший удар. Продемонстрировал. Вот отвечает Синего. Тут уже добавляет, да, боковыми правой руки. Ну что ж, и сейчас, я думаю, будет еще более активный раунд, так как этот отрезок у нас заключительный. И очень многое будет зависеть от исхода именно этого раунда. Ну, как часто бывает сейчас, конечно же, оба файтера включат резервы, весь запас энергии, и постараются. Это очень хороший глагол, да, вот использовал Андрей Янович Иванов во время нашей утренней программы. Он сказал то, что побеждает тот, кто больше нашлепал. То есть вот, лоу-кики, хай-кики, удары, вот чем больше вот нашлепал, тем больше очков, да. Вот сейчас, конечно, вот за оставшиеся 1 минуту и 15 секунд задача обоих спортсменов, конечно, тут нашлепать как можно больше. Так, тут
Сейчас, Надо вернуть да, шлем. сейчас дадут возможность поправить. Ну и кровотечение у Макеева. Так, и по всей видимости потребуется вмешательство врача, да, чтобы остановить кровотечение. Ну и думаю, зрители, которые вот подключились к нам во время церемонии открытия, думаю, видели прекрасно масштаб, да, этого мероприятия. И я хотел бы еще раз напомнить нашим телезрителям о том, что действительно масштабная церемония открытия, масштабные соревнования. И, конечно же, если речь идет о цифрах, мы не можем не напомнить о том, что участниками данных соревнований являются около 380 спортсменов из порядка 40 регионов страны. Отмечали в ходе пресс-конференции то, что обычно именно вот в разделе К1 так много участников обычно не бывает. Отрадно, что якутские ринги собрали столь большое количество людей. Так, у нас тут отсчитывается нокдаун. Евгений Шурдак хорошую заявку делает. Ну да, все. Ввиду невозможности рефери принял решение остановить. И поздравляем мы Евгения с этой победой. Представитель Калининградской области побеждает и выходит в четвертьфинал весовой категории до 71 килограмма. Но тут, да, кровотечение началось-то в третьем раунде, и действительно этот отрезок лучше провел Евгений Шурдак, если же до этого можно было говорить, что примерно одинаковый, равный поединок идет, то в решающем отрезке сильнее был Евгений. Ну и благодаря друг друга спортсмены. Евгений Шурдак, кстати, является кандидатом в мастера спорта. Что касается вот уступившего Романа Макеева, то у него первый разряд. Здесь можно сказать, да, говорить о том, что Евгений подтвердил тот факт, что у него разряд лучше. Более опытный спортсмен. Да. Подтвердил свой класс. Да. А вот сейчас, да, говорим о том, что вот, Евгений Шурдак, да, подтвердил свой класс, а вот сейчас тоже очень интересная ситуация. Сейчас в красном углу ринга выйдет Якуб Берсанукаев из Чеченской Республики. Он является мастером спорта международного класса. И он будет биться с Рустамом Абакаровым, у которого первый разряд. Рустам представляет Республику Дагестан. Мы посмотрим, насколько сильно будет бросаться в глаза разница, да, в разрядах. Безусловно, мастер спорта международного класса — это, конечно же, о многом говорит такое звание. Но на ваших телеэкранах, вот, собственно, Рустам Абакаров, которому вот с минуты... Нет, сейчас это Якуб Берсанукаев, вот, как раз таки международник, да? И он будет принимать экзамен у Рустама Абакарова. Чеченская... Немало бойцов было заявлено. Сейчас я уточню эту информацию. Да, Дагестан заявил 27 файтеров, что, согласитесь, тоже достаточно. Вот сегодня очень хорошо себя проявили файтеры из ТВ. Они привезли всего 8 спортсменов. И вот по ходу сегодняшнего соревновательного дня они без потерь идут. Ну сколько там? 3 выступило, и 3 спортсмена все одержали победы. Первый день они с уверенностью могут считать успешным. Мы уже отмечали, что в любых соревнованиях, да, вот самое важное, самое сложное бывает именно первый поединок. А там уже главное, ну, как говорится, главное вкатиться. Обязательно, да. И вот судья в ринге
мастер спорта международного класса, судья международной категории Сергей Егоров, наш известный боец. Сергей является неоднократным призером чемпионатов Европы, мира, чемпионом России среди профессионалов и один из лучших судей у нас в России, но и постоянно судит на международных соревнованиях. Один из опытных судей. Да, вот мы говорили о том, что 380 спортсменов, да, вот прилетело на эти соревнования, а если посчитать, вот, то есть из каждого региона прилетают не только же спортсмены, это тренерский штат и судьи, которые обслуживают, да, поединки этих соревнований. Если посчитать всех, то тут порядка, на открытии была озвучена цифра порядка 800 человек. Ну, впечатляющие, конечно, цифры. Итак, начинаем. В красном углу ринга Якуб Берсанукаев, мастер спорта международного класса из Чеченской Республики. Его соперник, соответственно, в синей форме Рустам Абакаров, Республика Дагестан. Спортсмен синего угла двигается в тайской манере, без боксерского челнока. Спортсмен Дагестана очень сильный в тайском боксе. Ну вот, в кикбоксинге нельзя. Клинч двумя руками за шею, броски не разрешены. Кейван. Ну, действительно, да, бросается в глаза вот стойка и раскачка вот этого вот Абакарова. Характерная такая, да? Да, характерная. Ну вот на этот чемпионат в первый же день я по приглашению моего друга Георгия Казанашвили мы встретили известную звезду, мировую легенду карате Кёкусинкай Лечу Курбанова. И вот как раз здесь участвуют не только представители, но и представители карате, тайского бокса. Вот Лечу Курбанов очень известный, сильный каратист. Вот он привез своих ребят тоже. Его воспитанники участвуют и в кикбоксинге, в тайском боксе, ММА. Вот сейчас мы видим вот тоже спортсмен Дагестана. Очень ярко, как представитель тайского бокса. Да, и по первым минутам, да, можно сказать, то, что Рустам-то здорово выглядит, здорово работает. Это учитывая звание соперника. У нас тут в составе пар в протоколе записано то, что Берсанукаев является мастером спорта международного класса. Еще раз отметим. Ну, по всей видимости, для Рустама Абакарова никаких авторитетов не существует. Очень смело. Обычно ему терять нечего, поэтому приходится только вперед, только вперед. Когда перед тобой более опытный спортсмен. Вот. Ну, а спортсмен красного угла уверенно. Вторым номером отработал первый раунд. Мастер спорта международного класса Берсанукаев Якуб, Чеченская Республика. Ну что ж, послушали мы тренеров и секундантов. И сейчас приступим мы к просмотру второго раунда. Действительно, первый раунд очень хорошо провел Рустам Абакаров. Ну и тут, конечно, вопрос и можно ставить несколько иначе, да, то, что вот действительно Берсанукаев
не решил вот, действовать очень открыто. Вот, да, мы видим, что он вновь уступает, да, центр ринга Абакарову и работает вторым номером. Но они там еще успевают перекинуться, да, фразой. Здорово. Очень раскованно себя чувствует спортсмен из Чеченской Республики. А спортсмен синего угла хочет активизироваться. Ну, это правильно, тактика. Иначе хорошо тут встретил боковым правой. Даже показалось, что сейчас будет рассчитывать нокдаун, но нет. Хороший такой обмен пошел. спортсмен из Дагестана идет вперед. Приезжал к углу ринга. Тут же Берсанукаев выходит из этого угла. Немножко поработали в клинче. Вот замечание дал за технику тайского бокса за клинч. И последние секунды второго раунда. Ну вот, Абакаров раз за разом пару лоу-киков бросил и сразу добавляет руками. Удивляет тактика бойца с красного угла. Очень как-то для мастера спорта международного класса не так скромновато, да? уверенно, да, почему-то так слишком спокойно дает активизироваться своему сопернику. Ну, сейчас в третьем раунде, надеюсь, он начнет активизироваться. Ну, Рустам Абакаров, конечно, этим только пользуется, да? Он, как мы поняли, очень любит работать вот в агрессивной манере, постоянно наступает, идет вперед. И вот без всякого чувства страха идет вперед, вот, обрушивает вот эти вот лоу-кики, добавляет руками. Так, третий раунд. Ну вот с красным углом начал уже, сам первый начал. В третьем раунде, да, по всей видимости, Берсанукаев будет теперь активнее работать. Вот, с фронт-кика заходит. Он понял, что вот слишком дал Он волю многое позволил, да, сделать своему сопернику. Ну, мне кажется, и Абакаров не будет там отходить, убегать. Нет, конечно, Абакаров тоже будет работать. Так. За задержку. Снятие балла. И самый приятный момент, да, учитывая, что это третий раунд. По внутренней части бедра хорошо сейчас пробил Берсанукаев. Но Рустам Абакаров, вот, то, что записано у него первый разряд, это касается только кикбоксинга. По всей видимости, вот в тайском боксе я уверен, что у него такой приличный послужной список. Он и умело делает подсечки. Несколько раз пытался делать подсечки. Вот, Берсанукаев вновь выдал центр ринга своему сопернику. Абакаров, конечно, очень продолжает идти вперед. Да, сильный спортсмен синего угла, вот, очень активный.
идет вперед. И последние секунды этого поединка. Ну тут тебе лоу-кик и мне лоу-кик. Обмен. И на этом завершается поединок. И давайте дождемся оглашения решения судейской коллегии. Будет очень интересно узнать все-таки итог этого поединка. Ну, во всяком случае, прошел очень интересный бой. Да, вот спортсмен из Дагестана очень. В данном бою единогласное решение судейской бригады победу одержал спортсмен из Синева Абакаров. Рустам Абакаров. Вот, дорогие друзья. молодец, с первого раунда он заслуженно одержал победу. И таким образом Рустам Абакаров из Республики Дагестана. У Рустама первый разряд, он выиграл у Берсанукаева, являющегося мастером спорта международного класса. Ну, конечно, активнее выглядел Рустам Абакаров. Я не знаю, может, как-то не сыграл геймплан Берсанукаева. Он Вот хотел работать вторым тайский номером. бокс, вот, Да, да, вот. у него эмблема Дагестана, Казиев, Джейм, Изображение вот этого, да? с Монкогом, головной Да. город Муай-Тай.
Слышь, ты старый.
потом это чревато. Это в любом случае. А тут ты видишь, мы вам готовимся большой командой. То есть как бы народу, я думаю, будет не менее 1,5 человек. Поэтому, если у нас хотя бы будет получение, нам только полляма тогда это уже как бы даже проще. Хотя бы по 500 000 это проще, ну, как бы секюль открыть, да? Тоже без конца зачем. А они будут, знаешь, когда то есть соревнования уже идут, и только им компенсация идет больше. Потому что, ну, сказал вчера, вот все посчитали, здесь надо заранее, когда уже я не знаю, как это самое сделать, но хотя бы там по предварительному какая-то сумма ожидаемая. И в итоге с этим мы стали развивать разговор. Сейчас она говорит, я спрашивал. Они мне звонили, мне где-то 4 утра они мне звонят. Вместо плюс 4, против часов 12 или в 11. Или в 2 часа. Или в 2 часа ночи. Ну, короче, ну во сколько? 8, полдевятого, да, направо?
долгосрочный момент, чтобы знал хотя бы даже, который компенсации, как нам быстро свои деньги запрос, они нам нужны своевременно, а не после. Потому что здесь сидели, страна вылетела своими деньгами. По-моему, только вчера или вот подписали, вот позавчера. Здесь так как раз тогда и переговорить тогда как-то через березки, чтобы нам как бы деньги дали бы как-то накануне, ну хотя бы какую-то ту сумму, чтобы предварительно отправить. Как это сделать? Как-то перехватить, ну, то есть, потому что при земле гостиницы, например, вот так на постоплату. Они предоплату просят сначала, а потом, когда люди заселяются, они просят 100%. Просто ну да. Я там посмотрел не 21, там, а 22, получается, или 21. Там. У меня вот список ссылки, который у меня есть, который мне Эдик отправил. Я говорю, мне тут скинь, говорю, там вот этот список ссылок. Ну да. Тут Максимов, туда плюс 3, 24 человека получается. И еще самое... Нет, но Блюру, ну вот Герасимов указан, в том числе 21. Герасимов, ой, Максимов. Почему получилось так, что я, блядь, тоже, Сане сказал Масычу, он должен систему будет привести. А Саню Масыча, блядь, у них включил эти, блядь, говорю, что, говорю, ну вот мне Саня так сказал. Я говорю, а ты что мне, говорю, раньше-то не сказал, что я его не включаю? Просто он уже утвердил такой список Сани, говорю, я сейчас буду менять. И Саня там Масыча нет, присадили землю. Понял, да? Блядь, тоже это. Я его так и буду звать, в любом случае, просто я понял. Сразу, говорю, сказать своевременно. Ну да, это тоже. Так я специально...
довез его, он довез, говорит, я вам сейчас сказал, что я отвез к Или сегодня, говорит, довез. Вот, смотри. Сказал, мы проводим соревнования, пусть не возьмем качество, не возьмем организационными, именно качеством возьмем именно на судейство. Да, и пригласил. Да. Ну вот, я просто четко,